Привет, вы у меня на канале. Меня зовут Наталья. Хочу показать свой жилет, который я связала. Я его вязала из пряжи Картопул. Это хлопок с акрилом 50 на 50, 360 метров на 100 грамм. Рекомендуемые спицы 4-5, но я вязала на спицах 3,5. Он связан, начиная с низа спинки, через плечи. Там идет имитация шва, и заканчивается он по переду в самом низу, а боковые швы сшиваются. Это я его называю жилет, поскольку это хлопок с акрилом. Я синтетику летом не ношу, а вот если бы эта вещь была связана из хлопка, то я бы вполне назвала, что это или майка, или футболка, которую можно, в общем-то, носить уже и при жаре 35+. Очень свободный. Я оставляла 12 сантиметров на свободу облегания. Я расскажу об основных принципах вязания. Хочу вас вдохновить, использовать свой опыт, не обязательно следовать моим путем, потому что данную конструкцию можно вязать и традиционным способом, сшивая 2 полотна по плечах, и также по-другому как-то подвязывать планку. Узор, который я использую на спинке жилета, вы найдете ссылку в описании, также появится вверху ссылка на него. Он находится в плейлисте по вязанию. Давайте начнем с того, что я видела разный жилет. Он у меня был и с тонкими бретелями, и с широкими, и с такими совсем как бы спущенный сильно. Плечо, можно сказать, с рукавом таким спущенным. Соответственно, и низ этих изделий я также видела разные. Просто по стилистике мне казалось, что так будет красивее, более выигрышно смотреться. В итоге, взвесив все за и против, я остановилась именно на этом. По многим причинам. Самое главное, я ориентировалась на свой гардероб, чего мне в нем не хватает. И когда я уже определилась, значит, ширина моего изделия. Это мои объемы плюс 12 сантиметров. То есть мне на объемы 110, на свободное облегание я добавляла 12. После стирки я бы даже сказала, что там хорошие 13 получились. Тем более в связи с тем, что у меня тут достаточно глубокий вырез, то вообще как бы смотрится очень свободное. Свободное облегание кажется просто огромное. Я посчитала свои параметры. Я ориентировалась на вот гладь 1,9, не на узор, а именно на гладь. Дальше высоту по спинке 68 петель, по переду 68 сантиметров, по переду 58 сантиметров. Так как здесь у меня очень широкая намечалась планка, в принципе, это почти 5 сантиметров, значит, то, соответственно, я делала максимально широкий вырез. Значит, я так запланировала, что у меня вырез будет не меньше 28 сантиметров. Здесь вот ширина от и от. Значит, потому что я же еще плюс буду это все присобирать. Ну, мало того, что планка широкая, оно еще будет вот тут как бы стягиваться чуть-чуть, припосаживаться. Поэтому я не стеснялась, делала достаточно широкий вот эту горловину. Убавки я делала для пройм через 41, то есть от спинки до убавки у меня 41 сантиметр. Скос плеча я также делала. 2 точки у меня были. 2 точки. То есть я пришла сюда, развернулась, пришла обратно, затем опять к следующей точке развернулась, пришла опять и сюда. 2 точки по плечам с одной стороны, то есть со спинки, а затем по переду. Глубина моего выреза 28 сантиметров. Глубина.
Глубина выреза по спинке у меня 6,5 сантиметра. Но после того, как я припосадила, и также тут идет еще 5 сантиметров планочки, то, конечно, там уже непонятно, что там идет. Значит, это размер 6,5 до того, как я подвязывала планку. Значит, как я сделала здесь убавки? 3 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом втором ряду. Значит, закрывала я так, чтобы не было ступенек. Да, забыла сказать, что скос по пройме у меня здесь 3 сантиметра. 3 сантиметра. Значит, убавляла я 5 раз в каждом ряду, и 2 раза через ряд. Когда я шла обратно, то я прибавляла в обратном режиме. Через ряд добавляла петли через ряд, и потом в каждом ряду 5 раз прибавляла петли. Итак, я набираю 133 петли по своим расчетам. 14 петель это вот эти петли. Значит, они состоят из 2 кромочных, лицевая и изнаночная. И дальше 3 петли это раппорт, 2 лицевые и 1 петля платочной вязки. И таких раппортов у меня 1, 2, 3, 4. Это по вот этим боковушкам у меня так. Значит, резинку я вязала, сейчас скажу, сколько тут рядов, я не знаю. По сантиметрам это 6 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значит, 22 ряда резинки. И вот этим 2 лицевые, 1 петля платочной вязки вяжу, это 6 сантиметров. Дальше я оставляю 4 таких ряда, 2 лицевые, 1 платочной вязки. У меня тут 4 таких ряда. По краю у меня идут 2 петли кромочные. Дальше 36 петель глади, 33 петли вот этого узора. Вот. Дальше 36 петель глади и опять 14 петель вот этой боковушки, то есть 4 раза по 1 петля платочной вязки, 2 лицевые. Дальше кромочная, это изнаночная и лицевая. Кромочные во всех рядах, лицевые провязываются, изнаночная снимается нить перед работой. Вяжу таким образом до пройм. Это у меня 41 сантиметр. После 41 сантиметра я начинаю сокращать. 5 раз сокращаю в каждом ряду и 2 раза сокращаю через ряд. Ну и точно так же там. Дальше дохожу до горловины, закрываю тут 33 петли узора и плюс по 2 петли еще по бокам. Итого 37 петель. Дальше у меня идет сокращение по горловине 3 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петли. Это у меня соответствует 6,5 сантиметров. Дальше я подвязываю, занимаюсь горловиной. На бросовую нить я набираю, вяжу сначала в одну сторону, затем в другую сторону. Сколько вязать? Значит, рассказываю. Хочу показать, что я отметку сделала вот по центру горловины. Это моя спинка. Я закрыла петли и теперь повесила маркер на серединке и сделала с открытым набором, вяжу, вот буду подвязывать к горловине вот эту планочку. Вот я собрала обратно петли уже с другого конца и буду сейчас в другую сторону вязать. Подвязывать планку можете как угодно, как вам удобно. Можете подшить даже, но принцип
сколько должно быть кромочных планки и кромочных горловины, я сейчас расскажу. Смотрите, горловину я обвязываю таким образом. Значит, я себе считаю, сколько у меня по горловине закрытых вот таких кромочных. Их у меня 37. Значит, из 2 кромочных у меня получится вот к планке одна кромочная планки. То есть я буду ввязывать 2 кромочные горловины, 1 кромочная планки. Таким образом, я считаю, раз у меня 37 петель, значит мне надо 16, допустим, 17 кромочных планки. Так. И когда идет вот этот скос, то я уже считаю не кромочные, а вводить буду в петли. 1 петля, 2 петля, 3 петля, 4. Из 3 петель у меня будет 2 вот эти кромочные. Вот таким образом я считаю. Вот, допустим, у меня на этой заготовке 1, 2, 3, 4. Значит, мне надо тут 2 кромочные и 1, 2, 3, 4, будем считать 5. Значит, да, 3 будет, еще 3 кромочные еще. И я покажу, как сшивать. И 2 ряда для установочной такой, чтобы у меня кромочные хорошо держались. Еще сразу покажу, как я провязываю эти самые кромочные. Лицевая, изнанку перебрасываю. Вот у меня 2 кромочные с одного края, со второго края у меня симметричные кромочные. Также идет изнанка, и изнанку я перебрасываю нить перед работой и опять лицо. С любой стороны, с лицевой или изнаночной, лицевую провязываю, изнаночную перебрасываю нить перед работой. Вот у меня изнаночная, значит я ее перебрасываю нить перед работой. Лицевая, лицевой провязываю. Дальше у меня идет узор, и в конце у меня 2 петли, лицевая, которую я провязываю, изнаночную, которую я перебрасываю. И таким образом я считаю, сколько мне надо кромочных для моего образца. Вот я провязала. У меня кромочных столько, сколько мне надо, плюс еще 1 для того, чтобы кромочные эти были стабильные. 1, 2, 3, 4, 5. Та кромочная, которая мне не надо, я ее не трогаю. Это просто для удобства, скажем так. И начинаю сшивать. С этой стороны, где планка, я ввожу 1 раз и захватываю вот эту кромочную. Захватила. И 2 раз я провожу в планку туда же, а там, где горловина, я ввожу уже в следующую кромочную и вытягиваю, и теперь провожу петлю. Дальше следующая кромочная, вот она, и следующая кромочная на горловине. Провожу. Теперь по планке в ту же самую ввожу, а по горловине в следующую ввожу. И таким образом я закрываю. А там, где скос, ввожу именно в петлю. Раз. И вывожу. Еще раз в эту же самую кромочную по планке,
а в петлю я ввожу уже в следующую, вот аж сюда. И вывожу. Не затягиваю. То есть складывала лицом к лицу и подвязывала с внутренней стороны. Также можно и пришивать, и делать любым способом, какой нравится. Я такой способ использовала в первый раз. Мне он показался достаточно простой. Единственное, что смущает, такой внушительный рулик с внутренней стороны. И тем не менее, все равно мне он понравился. После того, как я это сделала, я уже это в конце делала, я прошлась тамбурным швом. Потому что, во-первых, он много что делает тамбурный шов. Это, во-первых, он очень укрепляет все это дело, потому что у нас тут получается бесшовное изделие. Планка вообще-то должна как бы собирать, а тут она вся расхлябанная такая. То есть лишним это точно не будет. Надо пройтись тамбурным швом, это просто надо сделать. Тамбурным швом я прохожусь по петлям горловины, но таким образом, чтобы закрыть стык. Значит, я его немножко плюс подстягиваю, чтобы оно сидело так, как надо. Это во-первых. Во-вторых, тут идет немного такая вещь, как скос вот от центра. И вот этим тамбурным швом я тоже немножко как бы выровняла его, вот этот скос. Потому что, как в шахматном порядке идет немного. Я его, это опять-таки, этим выровняла. И второе, так как когда я сшивала, я больше обращала внимание на изнанку, чтобы все было хорошо. Поэтому тамбурным швом таким я подзакрыла то, что там было не очень, может быть, красивое или хорошее. Дальше переходим. То есть мы как бы вышли на одну линию. У нас остались лишние, допустим, вот тут ряды. Мы их распускаем, как можно больше распускаем, до упора. Но если мы сейчас будем вязать с лицевой стороны, лицевой ряд у нас идет, значит, у нас узор должен быть лицевой, то есть все петли лицевые, либо же изнаночные. То есть это важно, чтобы не сбился узор. Значит, провязали, провязываем вот эту косичку. Вот шов я делаю, значит, провязываю лицевая, лицевая и меняю петли местами. Опять провязываю вот эту петлю, которую только что поменяли местами, и следующую, которую еще не меняли. И опять перебрасываю, меняю местами. Опять провязываю и провязываю следующую. Опять меняю местами. Так до конца, не ряда, а до того места, где нам нужен этот шов. Провязали косичку. Дальше в зеркальном порядке мы провязываем точки разворота. Дошли до точки разворота, пошли обратно. Дошли до точки разворота, пошли обратно и уже пошли дальше вязать. 6 рядов я не делала прибавки. Дальше я начинаю делать прибавки в каждом 4-м ряду. И таким образом у меня глубина горловины по переду 28 сантиметров. Дальше соединяем петли планки на двух. То есть вот полочка и вот полочка. И вот ее планка. Нам надо сбросить все на одну спицу. Берем петли и провязываем. По ходу, вот как лицевая идет, так и провязываем. Лицевой, а изнаночной изнаночной. То есть по рисунку. Вот таким образом. И у нас петли будут на одной уже спице. И тогда переходим на общее полотно уже. И вот что в итоге должно получиться. Я считаю, это самые сложные этапы уже прошли. Дальше просто наслаждаемся, идем вниз и заканчиваем все изделие.
Ориентируюсь на узор, который у меня на передней вот этой планке, чтобы не сбиться. То есть я подхватываю петли, ну, я, допустим, подхватывала в лицевом ряду, но дальше я все равно иду, смотрю, какой у меня тут узор. Раз у меня тут платочная, значит, я иду дальше платочная, и вот у меня для того, чтобы не сбиться, у меня все идет по узору. Я так и оставляю. Тут у меня точно так же. 1, 2, 3, 4. То есть 4 раппорта и 1 петля платочной вязки для симметрии. Дальше переходим. Делаем такой же скос по подрезам. То есть точно так же. 2 раза прибавляем через ряд и 5 раз в каждом ряду. Я здесь сделала выточки, но единственное, что не глубокие. Я делала всего лишь 2 точки разворота. Не уверена, что они тут нужны, поскольку изделие очень широкое в принципе. Вот я не знаю, надо ли они тут. Я их делала. 2 точки разворота у меня были. Все, дальше иду себе вниз. Значит, 58 сантиметров у меня по переду. Я оставила разрезы достаточно широкие, то есть глубокие, высокие, как сказать. Ну вот почти 19, 18 с половиной. 16 с половиной. Нижний, то есть по спинке разрез. И 6 с половиной по переду. 6 с половиной по переду. Все. Вот такая у меня история получилась. Я считаю, у меня тут... еще же не все. Подождите. Я же еще закрывала. Закрывала я иголкой, имитируя закрытие. Я закончила вязать, и мне надо было бы, вот мой хвостик, допустим, мне надо было бы сейчас идти изнаночный ряд, но я повернула вязание, взяла нитку другую и иду по лицевой стороне для того, чтобы петли мои стояли вот сюда, вот как при классическом вязании. И закрываю иголочкой. Подхватила 2, протягиваю нитку. И возвращаюсь через одну. И вот эту одну я спускаю. Подтянуть надо. И снова подхватываю следующие 2. И опять 1. И спускаю ее. Подтягиваю. Я для удобства маркерами подхватила конечные точки и посередине, так чтобы мне удобно было. И подшиваю потайным швом. Вот у меня где закончилась ниточка, туда же вставляю иголочку и прохожу в следующее ребрышко. Вот, прохожу. Теперь возвращаюсь на другую сторону. Опять. Вот моя ниточка где. Вот она. Сюда же в эту дырочку и в следующее ребрышко. Вот. И подтягиваю. Ой, ну так. Так
чтобы нитка, конечно, не перекручивалась. И аккуратненько, так что, ну, вот так получается. Видите, вот шов, вот он внутри. И, в общем-то, все. В самый последний момент я уже делала вот этот тамбурный шов. И у меня даже поначалу была задумка, что я тут вообще-то сделаю несколько рядов. Но нет, я решила, это будет какой-то уже перегруз. Скорее всего, не хочу это делать. Я не отпаривала вот тут ничего. Вот они так мягко пока закручиваются. И мне, честно говоря, пока это нравится. Я, наверное, пока не буду отпаривать вот эту кромочную. Она тут не особо закручивается, просто как-то внутрь заваливается. И мне сейчас, ну, мне пока это нравится. Вот оно так мягенько. Я не уверена, что хочу, чтобы оно вот так прям лежало. Пока будет так. Вот такая история, незамысловатый такой вот сюжет. Конечно, можно абсолютно спокойно вязать две половины отдельно и не заморачиваться с вот этой штукой. Затем ее просто тут добавить и шить. Так будет намного, конечно, проще. Я почему-то тогда надо будет вот здесь вот добирать петли внутри. Так может быть, даже для кого-то будет проще, почему бы и нет. Но я думаю, что принцип будет оставаться все тот же, хоть так, хоть это. Мне, в общем-то, все понравилось. Очень важно, что вот здесь все подхвачено сильно. То есть, потому что сама планка, она тут расхлябистая, зато здесь все держится намертво просто. Ну и пока мне все нравится. Мне кажется, что жилет получился очень удачный. По такому плану можно связать, то есть это, может, это не жилет, безрукавка, майка, топ, футболка, в общем, что угодно. То есть ее можно вполне уже носить, если бы это была пряжа не акрил хлопок, а просто там хлопок, либо бамбук, то есть летняя абсолютно пряжа, на вот жару такую, отлично, ну, очень приятная, то есть все тут продувается, она свободная. Мне, например, с удовольствием бы носила ее сейчас, но я думаю, что я не удержусь и вечером все-таки под низ одену майку просто и выйду на улицу. Мне хочется, мне нравится, как это сидит и с юбками, и с брюками. Даже некоторые платья, которые по стилистике подходят, тоже хорошо. В общем, какая-то очень супер классная вещь. Я уже прямо в предвкушении каком-то, как я буду это все носить. Я попыталась обо всем не забыть рассказать в видео. Если появились какие-то вопросы, пишите в комментарии, отвечу, конечно. Конечно, если бы я вязала уже второй, третий раз, я бы еще перепробовала несколько способов. И вообще все было бы, наверное, намного более аккуратно, чем я сделала в первый раз. Хотелось сделать видео достаточно информативным, чтобы не появлялись какие-то дополнительные вопросы. Не жалейте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал. Приятного вам вязания. Всего доброго, до новых встреч!